Да, дела. Поясница же такой. Всем привет! Как я и говорил, планы могут измениться, а вернее сказать, они вернулись к первоначальной идее использовать донор. Так как если я буду использовать самодельную пространственную раму, я не смогу ее зарегистрировать, а тут есть хоть какой-то шанс. Но если мне этого не удастся, я все равно сэкономлю много времени, используя донор, и вы сейчас в этом убедитесь. В качестве донора будет использоваться Mazda RX-8. Да, в нем есть неоднозначный роторный мотор, но с ним можно найти общий язык, если следить за его состоянием. Думаю, в Quadri VTEC должен стоять такой необычный двигатель. Для начала я полностью сниму с донора все кузовные детали, а также разберу салон. Первым делом я снял аккумулятор, мало ли что можно замкнуть, да и подушки безопасности вроде как все на месте. Начал разборку с капота. Так как авто далеко не новый, абсолютно весь крепеж находится в таком состоянии. Видно, что этот автомобиль разбирался, и не один раз. Капот оказался очень легким, так как он сделан из алюминия, кстати, как и все кузовные элементы. Не все винты поддавались, и какой-то крепеж приходилось отпиливать. У этого автомобиля были небольшие аварии, в основном в левый бок. Об этом свидетельствует восстановленное крыло и почему-то отпиленный от него кронштейн. Конечно, мутные фары уже с китайскими блоками розжига, аккуратно убранными в пакетик. По передней части нет ничего критичного, есть небольшие волны на брызговиках, а в целом нормальное состояние. Друзья, многие из вас за новогодние праздники погрузились в игровые новинки по типу киберпанка. Кто-то остался доволен, а кто-то посчитал, что игра сырая, с множеством багов, и можно было сделать лучше. Можно, особенно если это лучше будете делать вы. И это вполне реально. Ведь прямо сейчас онлайн-университет современных профессий Skillbox набирает студентов по направлению геймдева. Вас ждут 5 курсов, которые охватывают различные сферы гейминга, поступив на которые вы сможете писать сценарии, научитесь работать с популярными движками Unity и Unreal Engine 4, и даже узнаете, как монетизировать игры и удерживать интерес игроков в них. А главное, начнете карьеру в этой индустрии и сможете больше зарабатывать. Смоделировать игрового персонажа, помочь продвигаться продукту по игровому рынку вы сможете. Потому что преподаватели этих курсов настоящие мастера своего дела, практики из самых крупных компаний: Direct Zero, Паровоз, iSpike Lodge и многих других. Мало того, эти курсы постоянно обновляются, а доступ к обучающей программе у вас будет всегда. Заинтересовались? Кликайте по ссылке в описании, там вы найдете подробную программу обучения и регистрацию на курсы. Переходите сейчас и сможете получить скидку аж 50%. Кликайте, геймдизайнер с нуля до про легко. Далее я решил снять двери. Дверь оказалась очень тяжелой, либо там 5 кг шумки, либо 5 кг шпаклевки, а может все вместе. И действительно, все вместе, и плюс монтажная пена. Теряется весь смысл в облегченной алюминиевой двери. После снятия дверей появились большие дверные проемы под стать стеклопластиковому кузову Quadri VTEC. Теперь на очереди разбор салона. Эх, когда-то я мечтал установить эти сиденья в свой автомобиль, но не смог накопить на них денег.
А сейчас сам снимаю эти сиденья уже со своей машины. Скорее всего, я их оставлю, просто немного видоизменю и установлю на место. Пока снимал сиденье, заметил шпаклевку на стойке, значит боковой удар немного задел стойку, и ее восстановили. Нужно ее будет обработать и покрасить. Когда снял обшивку пола, заметил неприклеенный люк в мятом полу. Непонятно, для чего он здесь нужен, ведь за ним нет никаких деталей, просто пол. После салона разобрал заднюю часть автомобиля, снял дверь багажника, бампер и фары. Осталось снять стекла. Никогда этого не делал, только видел, как стекла спиливают с помощью тросика. Решил попробовать так же. Проковырял отверстие в герметике, просунул трос и стал пилить герметик возвратно-поступательными движениями. По итогу все получилось. Когда разбирал салон, увидел лючок с креплением, сразу не разглядел рисунок и подумал, это крепеж для спортивного ремня. Оказалось, просто крючок для детского сиденья. Также снял лобовое стекло и произвел первую примерку стеклопластикового кузова к донору. Получилось достаточно неплохо, не считая гигантского пространства от колеса до крыла. В передней части стеклопластику мешает замок капота и труба забора воздуха. Низ остекления практически совпал, а вот верх ушел назад. Но в этом я не вижу проблемы, все равно верхняя часть остекления закрыта темной полосой от солнца, а со стороны салона этого не будет видно. Задняя часть лежит на усилителе бампера, и я думаю, нужно снять заднюю полку с колонками, так как ее все равно перекроет стеклопластик. Поднял стеклопластиковый кузов, или правильно теперь сказать, стеклопластиковую накладку на кузов, и снял мешающие детали. Теперь кузов квадры лег немного ниже. Но зад все еще лежит высоко. Получилась небольшая нестыковка по длине, так как изначально все делалось под другой донор. Придется на пару-тройку сантиметров переносить арку назад, так как не хочу трогать подвеску и соответственно задний редуктор Мазды. Теперь нужно подрезать стеклопластиковый кузов, подгоняя его к кузову Мазды. Вот что у меня получилось в итоге. Перед практически лег идеально. Зад тоже получилось положить, и арка практически оказалась там, где нужно. Этого я добился, срезав усилитель в стеклопластике. Высота порогов оказалась на одном уровне с порогами донора. Лобовое стекло тоже пока не вызывает вопросов. Теперь я думаю, пора переходить к выравниванию стеклопластика по отношению к донору, так как он сейчас на нем лежит как попало, какая-то часть выше, а какая-то завалена. Чтобы все выровнять, нужно сначала выставить донор по уровню, а потом и стеклопластиковую накладку. Выравнивать буду с помощью лазерного уровня, промеряя и подставляя подкладки. Когда Mazda выровнена по уровню, можно накинуть сверху кузов квадры и промерить его. Все в пределах нормы, расхождение оказалось 3-5 мм, можно сразу прикручивать стеклопластик к донору. Тем более, что практически весь стеклопластик лежит на кузове Мазды. Капот, стойки, крыша и задняя часть на задней полке. Единственное, что висит, так это пороги. Для них нужно сделать крепление к кузову. Практически весь порог — это тонкий металл, под которым находится ребро жесткости. Решил кронштейн крепить к верхней части порога. Крепление сделаю из профильной трубы. Пока что его просто прикручу с помощью саморезов, а потом можно либо приварить, либо стянуть болтами насквозь через усилитель. К стеклопластиковому порогу также прикрутил профиль. Шляпки саморезов можно легко скрыть шпаклевкой.
Теперь нужно связать два профиля с помощью перемычек. Этот кронштейн со временем будет еще усиливаться, но и без этого стеклопластик держится как влитой. Попробовал стянуть саморезами стойки между собой. Также прикрутил заднюю часть, чтобы выставленные размеры не ушли со своего места. И даже несколько шурупов дали такой хороший эффект. Стеклопластик не стронуть с места, а если добавить полсотни таких шурупов, то это будет единое целое. Сейчас нужно закрепить колесные арки и срезать выступающие части арок Мазды. Без колес я не буду этого делать, нужно сначала их примерить. Вот так с помощью донора я сэкономил очень много времени. Сколько бы я варил раму, подвеску, устанавливал двигатель, страшно и представить. А тут практически установленный кузов на колесах, которых у меня пока нет. И на заказ на ЧПУ станке мне почему-то тоже не хотят их делать. Но я продолжу искать другие фирмы, может и вы что-то подскажете. А пока установлю временный вариант, который показывал в прошлой части. И еще мне интересно, заведется ли данное авто в таком разобранном состоянии. Если что-то знаете, пишите об этом в комментариях. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание и вашу поддержку. Увидимся в следующем видео.